Михаил Медоед. Мне 22 года, смотрю давно, тут решил поступать. Я буду выборочно читать, потому что очень длинное письмо. Решил поступать в Строгановку. Не получилось, пошел лаборантом в Строгановку. Я могу посещать любые занятия по живописи, рисунку бесплатно, выполняет поручения лаборанта. Вцепился в этот шанс зубами, быть лаборантом и поступить, да. Как бы вы на моем месте поступили, бросить поварский китель, он поваром еще работает, Михаил, не может, потому что на что-то надо жить. Любимым делом, рисованием заниматься, хочется заниматься с полной отдачей, ведь душа того просит. Мне нужен ваш философский ответ. То есть что делать? Поваром работает, это дает возможность прокормиться, а хочет рисовать. Друзья, включайтесь, давайте помогать Михаилу. Я абсолютно уверен, если мы выбираем то, что нашей душе хочется, вот какое-то направление, профессию, да, идею поступить и так далее, то пространство, начальство, которое там на верхнем этаже, ты делаешь шаг, оно делает тебе навстречу 100 шагов. И все получается, если ты искренне хочешь, даже если нет денег. Вот что-то происходит. Откуда-то деньги берутся, там, на поездку кому-то надо. Я думаю, вы все знаете, каждый из нас знает кучу примеров на этот счет. Человек приходит, звонит кто-то. Короче говоря, проблема решается, лишь бы мы не изменили вот этому желанию, тонкому голосу нашей души. В моем случае у меня был просто абсолютный ноль. И какие-то заказы выполнял, какие-то копии делал, в общем, зарабатывал, крутился, все что угодно. Дворником можно работать. Я работал дворником, но это было уже после Строгановки, негде было жить. Думайте, размышляйте, главное, чтобы вы не изменили своей душе. А дальше все получится, я уверен в этом. Найдется вариант, как заработать, подумайте просто, я думаю, найдется. Будьте общительны в той же Строгановке, народ поможет, все там очень доброжелательные. Я помню, когда приехал со своими тоже, в общем-то, несмелыми такими работами, и студенты подходят, я просто в коридоре рисовал, не помню кого там, какую-то гипсовую фигуру. Подходят, помогают, какие-то завязываются отношения, все хотят друг другу помочь. Юзер дын-дын-дын. В каждом пейзаже я всегда стараюсь ставить во главу угла воздух, наличие в пейзаже воздуха. Умри, но старайся. Без воздуха пейзаж остается неизменным. Меня так убедил Саврасов. Еще Мане тоже говорил, что я пишу воздух. Вот смотрите, что у Мане написано. Я хочу показать то, что находится между мной и объектом. Я хочу писать воздух, air написано. Моста, дома, лодки, и так далее. Красоту of the air, воздуха, пространства, где я нахожусь. Это ничто, но возможно. Вот так написано. Если такая цель ставится, писать воздух, пространство, свет, это очень и очень высоко. И дай Бог всем нам помнить об этом и научиться не просто сравнивать пятна между собой, но еще писать то нечто, пространство, воздух. Согласен полностью с Саврасовым и с Клодом Мане. Дорогие женщины, я поздравляю вас с праздником весны. Пусть каждый день будет наполнен радостью, любовью и неисчерпаемым вдохновением. С праздником вас! Я приготовил для вас подарок к этому дню, 50% скидку на все мои уроки и курсы. Так что заходите в школу по ссылке в правом углу. Вы легко выберете то, что вам нужно, потому что к каждому уроку есть видеоанонсы и
Комментарии почитайте. К курсам тоже есть анонс. Татьяна Ф. Восхитительный вид открывается с балкона известнейшего в Санкт-Петербурге дома. Смотришь, мы писали с балкона 7-го этажа, с террасы дома Полит-Каторжан. Рядом с Троицким мостом, с Троицкой площадью. Недалеко метро Горьковская. Так вот, этот восхитительный вид, это правда. Смотришь на картину и кажется, что видишь Неву и Петропавловскую крепость, обдуваемую холодными ветрами. Позвольте небольшой технический вопрос. Вижу, что многие художники тщательно перемешивают краски на палитре. Возможно ли, что неравномерные мазки придают шарм картины? То есть, я так понимаю, что неравномерные, не до конца замесы сделанные, да? То есть, если мы, например, крутили, но смешивали творог со сметаной, то неравномерно. Вот где-то больше сметаны, где-то больше творога. Так и здесь. Я обожаю, Татьяна, именно такой мазок. Потому что в белило накладываешь различные цвета, и замес получается довольно-таки случайный. И от степени надавливания касания кисти зависит тот или иной эффект. Но здесь есть что? Ну, опасность – это не опасность. Ну, просто ты можешь промахнуться в тоне. Тщательно следи за тоном, и не получился мазок, счищаешь его, это обязательное условие, а потом делаешь еще раз. И так 15 раз, как саржент. Ну, а то, что придает шарм картине такой мазок, на мой взгляд, это правда. Мне это очень нравится. Правда, краски уходят больше гораздо. Ну, нужно пробовать. Главное еще помнить о том, что эти мазки не должны быть на всем полотне, на протяжении всей дороги. Пусть цветы растут, ну, через какой-то промежуток. Пусть где-то будет, может быть, даже гладкая живопись или подмалевок, и в каких-то основных местах акценты вот такими полуфабрикатными мазками. Ну и, конечно, будем всегда помнить о том, что мы закладываем отношение по среднему тону всех пятен, которые мы видим. По среднему тону вот, большими массами. Елена Линзер. А у Бато глаза узкие, ему и без зонтика хорошо видать. А Татьяна Домодедова добавляет: в вечном расфокусе, поэтому и глаза. Картины суперские. Я как-то ему, мы ехали, писали где-то, я говорю: возьми очки. А он говорит: а мне не нужно. Смеясь. Очки даже не нужно. На машине мы ехали. Ну, вот так. Ну, я имею в виду очки такие, которые от солнца. Не нужно. Ну, это шутка, конечно. Естественно, он в расфокусе смотрит, это приоритет некий, когда художник пишет картину. Есть даже такое выражение, что рисунок, когда ты рисуешь, фокусируйся, а когда живопись, расфокусируйся, наоборот. Но я все равно, когда рисовал в той же Строгановке, да или сейчас, есть такая синусоида, в взмахе внимания, то ты в фокусе, какую-то деталь там, да, то опять широко смотришь, сравнивая пропорции. Ты не сможешь сравнить, если ты сфокусируешься на какой-то точке вот сюда куда-то. Тебе нужно раз фокусироваться, чтобы сравнить величины. Там, это, там, к чему? К этому, ну, к чему-то там еще, да, к пальцу. Ты все время шире смотришь, чем обычно. Это, не забывайте об этом. Это должно быть естественной, постоянной практикой. Не забудьте отметиться в журнале, задавайте вопросы и предлагаю вам посмотреть еще одно кино «Воспламениться любовью к живописи». Ну, пока.